Еще одна Kona Electric приехала. На этот раз на автомобиле 30 тысяч пробега. Автомобиль практически новый, потому что 30 тысяч это вообще мелочь для автомобиля. И уже шум похожий на, как я ранее уже делал видео при движении рокот. Но он здесь постоянный. И теперь снимаем сейчас с него редуктор, разберем и посмотрим. Несмотря на то, что у нас темно, выключили свет, но это нам не мешает работать. Поэтому мы продолжаем работать. Сейчас снимем редуктор, вскроем его и посмотрим, тот же самый дефект на нем или нет. Разобрал редуктор. Здесь у нас заглушка не выпала, стоит на месте, но очень большие люфты на подшипниках. Поэтому поменяем подшипники и посмотрим, что-то у нас поменяется или нет. Визуально, конечно, масло уже темное, но в целом редуктор в хорошем состоянии. Единственное, что не нравится, что большие риски на наружных обоймах подшипника. Для 30 тысяч как бы очень большая выработка. В общем, поменяем вот эти подшипники и будем собирать. И если раскручивать вот этот вал, то с него идет шум. При этом с этого нету. Но, наверное, поменяем все подшипники, они не такие дорогие, поэтому не будем уже экономить сильно, потому что потом эта экономия выйдет очень боком. Повторно снимать редуктор не очень хочется. Тем более они здесь недорогие. В общем, поменяем все подшипники. Эти точно поменяем. А конические посмотрим, потому что в тот раз мы их не нашли. Но в тот раз и меньше выработка была на этих подшипничках. Вернее, не выработка, а риски. Подготовил к сборке редуктор Hyundai Kona. Редуктор абсолютно такой же, как на Kia Niro. И что здесь? Рокот был абсолютно такой же, но эта шайба отсюда не выпадала, заглушка первичного вала. Поэтому, возможно, проблема была и первоначально в том редукторе, не в этом. Но очень большой люфт этих подшипников, несмотря на то, что пробег на автомобиле всего лишь 30 тысяч километров, очень большой люфт на подшипниках первичного вала. И также были риски на конических подшипниках. Также были риски на конических подшипниках и была стружка на магните. Магнит отмыли. И решили не искушать судьбу, поменяем все подшипники, меняем все 6 штук и посмотрим. Скорее всего, и в тот раз у нас была проблема не в заглушке, которая била по корпусу, а с проблемой все-таки с подшипниками. И, кстати говоря, здесь, на этом редукторе, выработки на посадочном месте первичного вала, на посадочном месте подшипника первичного вала в корпусе, здесь выработки нет вообще. При том, что в том редукторе была, но там и пробег был больше. Вообще, Hyundai Kia мне очень нравится. Я уже неоднократно это говорил в видео, в том, что у них очень большой прогресс по электричкам. Они каждым годом все лучше и лучше. Но что-то меня немножко не нравятся подшипнички, которые они используют. И еще второй момент, что они очень перестраховываются, огромное количество болтов. Там, где на бензиновых двигателях или на дизельных двигателях, которые гораздо тяжелее, гораздо меньше крепежных болтов, чем на электромобиле. Туда момент большой крутящий, но масса мотора не такая, но очень большое количество крепежа. Поэтому они, конечно, себя перестрахуют. Возможно, это из-за того, что они на начальном этапе, поэтому в некоторых моментах они перестраховываются. А дальше уже будет соизмеримо устанавливать крепеж относительно запаса прочности. В общем, поживем увидим. Ну а сейчас соберу редуктор и установим на автомобиль. Установили редуктор и, естественно, тест-драйв. Послушаем, будет сейчас какой-то рокот или нет. И все равно шум прослушивается. На мой взгляд, он стал тише,
но шум есть. Под нагрузкой прослушивается, как идет как перекат, не плавный, а вот не знаю, будет ли камера передавать или нет, но он есть. Надо будет сейчас еще раз на подъемник поднять автомобиль и послушать, откуда опять. Но чтобы на 30 тысячах начал шуметь мотор, это вообще что-то, нонсенс какой-то. Не меняется, от выворота не меняется особо. От выворота не слышно. Ну вот четко был шум с этого, с редуктора. Может опять отдает туда. Короче, сейчас нужно поднимать, смотреть на подъемнике. Сделали тестовый заезд, и шум уменьшился, но в какие-то моменты он начинает проявляться. Гораздо меньше, но он есть. Если при первичной диагностике шум четко шел с этой стороны, вот в районе первичного вала, то сейчас отсюда с коробки уже абсолютно тихо, а шум проявляется отсюда. А ну, запускай! Вот теперь шум проявляется с этой стороны, из-под крышки. Такое ощущение, что здесь проблема в подшипнике. И на первичном валу у нас были выработаны подшипники, и из-за люфта вала он мог давать шумы, и поэтому рокот был со стороны редуктора. Сейчас же со стороны редуктора абсолютно тихо. И вот слышно сейчас. Продолжаю снимать мотор. И что можно сказать? На Hyundai Ioniq гораздо проще снимается мотор, чем на Hyundai Kona. На Niro такой же мотор. И здесь гораздо сложнее. Тут проще снять мотор с коробкой, с редуктором целиком в сборе вниз, либо вверх, и тогда уже все разбирать. Но решил попробовать, можно ли снять мотор без снятия редуктора. Снял сверху инвертор, зарядник, и в принципе уже добрался до самого мотора. Сейчас осталось немножко пооткидывать, и в принципе тогда уже снимется мотор. И будем разбирать его, смотреть, что там шумит. После снятия инвертора, зарядника, в принципе, и мотор уже несложно снимать. Правда, здесь такая паутина из патрубков и проводов. Ну, посмотрим. В общем, в любом случае, сейчас уже мотор сняли. Разберем, посмотрим, что у нас с подшипником. Конструктивно мотор не отличается от Ioniq. Во всяком случае, внутри тоже такой же резольвер. И тоже здесь ржавчина. У автомобиля 30 тысяч пробега и ржавый подшипник. Немножко, конечно, расстраивают корейцы. Очень мне нравится, но чтобы на 30 тысячах уже была проблема с подшипниками, это, конечно, очень-очень печально. Есть конструктивное отличие этих моторов тем, что, во-первых, здесь ротор длиннее, а во-вторых, здесь рубашка охлаждения, она лита. И нету прокладок на крышках, и вероятность, что что-то потечет, здесь тоже нету. Ну, разве что только если не будет трещины в корпусе статора. То есть этот мотор теоретически чуть мощнее. И вот как раз эта ржавчина, которая у нас есть. Но при этом подшипник, на подшипнике люфта нету. Кстати, подшипники здесь такие же, как и на Ионике. И вот, скорее всего, из-за чего проблема. Видно, что вот эта пружина, вернее, шайба пружинная, видно, что подшипник там проворачивается. И эта ржавчина не из самого подшипника, а из-за того, что он проворачивается в посадочном месте. Дело в том, что он здесь плавающий.
С одной стороны он затянут вот этой шайбой, к крышке прикручен. То есть относительно этой части она стоит неподвижно, чтобы не гуляла на первичном валу, на шестах первичного вала. При том, что и здесь вот видно, что есть легкая выработка. С той стороны подшипник, он из-за того, что алюминиевый корпус и здесь ротор стальной, у них разный коэффициент расширения, и для того, чтобы этот ротор здесь не клинил, сам статор нагревается, ротор нагревается, для того, чтобы он не клинил, они сделали подшипник плавающий. И в какой-то момент разбивает посадочное место, вот видно, что подшипник проворачивался, и из-за этого идет выработка. И вот эта пыльца ржавеет и превращается в такую ржавчину. И потом эта ржавчина уже попадает в сам подшипник, потому что вон видно, что сам сальник этот неравномерно прилегает. И при вращении эта пылька попадает, естественно, и убивает подшипник. И сейчас я раскручивал его, и слышно, что идет треск, который и слышно на автомобиле. Сейчас попробую его еще раз воссоздать. Опять же. Правда, проставки у нас деревянные, поэтому по металлу не так будет хорошо слышно. К сожалению, в боксе шумно, подъемники работают. И плохо сейчас могу передать его, и он не усиливается за счет стола из-за деревянных проставок. Но он есть, этот шум. Сейчас, может быть, тише станет, я попробую еще раз. Плохо слышно из-за того, что эта шайба стоит, и она дает вибрацию, и на таких оборотах большой дисбаланс. Но этот шум, если прислушаться, есть. В общем, сейчас в любом случае сейчас выпрессовываю этот подшипник. И будем сюда ставить такие же подшипнички, как мы в тот раз ставили. И шайбочки проставочные. Так, решил все-таки разобрать этот подшипник. Здесь сепаратор пластиковый, поэтому легко разбирается. И хочу посмотреть, потому что здесь очень много грязной смазки из-за коррозии. И хочу разобрать, посмотреть, что у нас осталось за 300 пробега. Какой-то явно боковой выработки нету, есть только матовая дорожка по центру канавки. Это на наружной обойме. Аналогичная ситуация и на внутренней обойме. Выработки как таковой нету. Шарики тоже без выработки. Абсолютно в идеальном состоянии. То есть просто эта ржавчина попадала в подшипник, и из-за этого он зашумел. Теоретически, конечно, можно собрать его, но в любом случае эта коррозия, которая там была, пыль, она привела к изменению размера шариков. Они в любом случае работали в абразиве, потому что смазка очень грязная, очень густая. Пришли новые подшипники, такие же точно, как и в тот раз мы ставили, что пришлось проставки ставить. Установил подшипники, новый подшипник здесь и новый подшипник с той стороны вала. Но в связи с тем, что избежать, чтобы подшипник проворачивался в корпусе, не представляется никакой возможности, это конструктивно так задумано. Потому что с той стороны подшипник плавающий, он не жестко там садится. Поэтому в любом случае он там будет двигаться. И металл по металлу, естественно, будет давать стружку. И эта стружка будет корродировать и приводить к такому ржавому налету, который будет попадать в подшипник и убивать его. То есть такой замкнутый круг. Поэтому, чтобы избежать этого, я, наверное, туда чуть-чуть нанесу смазки. Чтобы если подшипник захочет проворачиваться, то он будет проворачиваться по смазке. Как минимум не металл по металлу. И посмотрим, как она себя будет вести. Надеюсь, что прослужит
такая доработка больше, чем 30 тысяч километров. Потому что в последнее время Hyundai что-то перестает радовать. Мотор установлен. Правда, пришлось еще и редуктор снять, чтобы это все навесить и потом все в кучу сюда поставить. В общем, мотор установлен. Теперь осталось немножко здесь попроводить провода, потому что они здесь идут, провода, патрубки, они здесь идут очень компактно. Все идут на фиксаторах. Вот пока еще не позащелкивал. Поэтому все в процессе. Конечно, если сравнить снятие этого мотора и снятие мотора на Ионике, это две абсолютно разные вещи. Здесь оказалось гораздо сложнее, чем на Ионике. Но надеюсь, что шум уйдет. Соберем, протестируем. Осталось развоздушить систему охлаждения. Сейчас включу принудительно помпы. И сделаю еще раз тестовый выезд и послушаю, тихо ли мотор работает или есть какие-то еще шумы. Попытка номер 2 у нас. Надеюсь, что на этот раз у нас уже все будет тихо и без шума. Уже и редуктор сделали, и мотор сделали. Ну, в смысле, поменяли подшипники. Как такового ремонта и не было. Замена была подшипников. По крайней мере, пока все тихо. Кроме шума резины не слышно ничего. И этот цокот пропал. Хотя цокот шел с коробки, но вызывало его, скорее всего, именно проблема с роторными подшипниками. Это то же самое, как на гибридных приусах. Когда неустойчиво работает мотор, то с коробки идет рокот. При том, что это для коробки, это, ну, то есть это не дефект коробки, а дефект мотора. Из-за неравномерной работы вызывается рокот на планетарке, на шестеренках. И здесь тоже, первоначально, когда подняли автомобиль на подъемник, было слышно, что шум идет с редуктора. После того, как редуктор перебрали, были подшипники с большими люфтами, но катализатором этого шума был мотор. Он давал, видимо, какую-то вибрацию из-за подшипника, и начинали рокотать шестерни в редукторе. Но поменяли шестерни в редукторе, шум не ушел. Потому что в любом случае между зубьями есть зазоры и, соответственно, люфты. И только после замены подшипника на роторе рокот ушел. Сейчас автомобиль едет абсолютно тихо. Сняли с очередной Kia Niro мотор. Да, кстати, вот это ZA, это не знак российского фашизма. Это так обозначались электромобили в Украине, маркировались на номерах. Теперь у нас идет Y и какая-нибудь вторая буква. Букву Z, к сожалению, русские фашисты испоганили, и теперь она не применяется. Ну да и ладно, это не столь важно. В общем, сняли мотор с очередного автомобиля Kia Niro. На этом автомобиле пробег около 35 тысяч. И здесь даже нет ржавчины. Первоначально я, когда разбирал предыдущий мотор, думал, что ржавчина попадает в рабочие канавки подшипника, и вследствие чего подшипник начинает шуметь. Но здесь коррозии нету. И даже есть смазка, которую... Ну, я тоже наносил смазку эту, думая, что это следствие выработки. Но здесь смазка есть, и поэтому коррозии никакой нету. Подшипники не проворачивались в корпусах, ну, по крайней мере, это не видно в посадочных местах. Поставил ротор на такие деревянные бруски, для того, чтобы можно было проворачивать его. Это, кстати, подшипник задний, вернее передний, который стоит дальше от коробки, от редуктора. Этот, который ближе к редуктору. Если на предыдущих моторах, на Ионике, на Коне, этот подшипник у нас оставался более-менее целый, то в данном случае как раз основной шум идет именно с этого подшипника. Правда, сейчас не знаю, камера передаст этот шум или нет. Вот такой вот рокот при вращении ротора. Так, спрессовал оба подшипника.
И хочу сейчас скрыть. Это у нас был передний, это задний. Хочу сейчас скрыть и посмотреть, почему же не шумят. Высыпал оба подшипника в эту тарелочку. Здесь видно, что некоторые шарики более глянцевые и некоторые более матовые. Более матовые с одного подшипника, а глянцевые с другого подшипника. И это видно на экране этого увеличителя. Вот матовые шарики, вот глянцевые. Но при этом ни на тех каких-то раковин нету. Здесь чуть смазка осталась, не домыл. Но в целом никаких критических выкрашиваний на подшипнике, на шариках нету. И хочу посмотреть заодно на обоймы. И вторая обойма. В общем, ничего такого подозрительного здесь нету. Но факт остается фактом, что подшипник зашумел. В общем, скорее всего, это такое качество подшипничков. Подшипники заменил. И один, и второй. Сейчас собираю мотор. И подкинем, посмотрим, полностью ли весь шум уйдет или нет. Мотор собрал. При провороте никаких шумов уже нету. По сравнению с тем, как было первоначально. В общем, сейчас уже устанавливаю мотор на автомобиль. И сделаем тест-драйв. Так, мотор установлен. И теперь тест-драйв. Правда, у нас сейчас свет опять выключили. Поэтому буду кататься по боксу. Не хочется ворота вручную открывать. Они у нас с электроприводом. Не хочется его открывать. Но как минимум по боксу катаю сейчас. И шума у нас никакого нету. А он проявляется особо хорошо на медленной скорости. И благо бокс у нас большой, можно прокатиться. В принципе, все тихо. Еще и на улице уже темно. Завтра, хоть и воскресенье, выйду тоже поработать. И заодно проеду на улице. Протестирую, у нас как раз снег выпал. А здесь летняя резина, поэтому будет весело. В общем, выйду, проедусь и посмотрим. Но как минимум сейчас уже слышно, что этот стук, этот рокот, который был первоначально, он ушел. Пробег на автомобиле, напомню, 35 596 километров. Тест-драйва по боксу я еще не делал. Теперь утренний тест-драйв. Сейчас проедусь по трассе, вернее по дороге. Не по боксу, а по дороге все-таки проедусь. И посмотрим, как она себя будет вести. У нас выпал снежок уже успел подтаять и опять подморозить. Так, сейчас выключу печку, чтобы не было посторонних шумов, и буду прислушиваться. Вот теперь остается загадкой, почему так часто начали лететь эти подшипники. И уже заметил, что машины как-то наплывами. То одни какие-то проблемы на одних машинах, поголовно Форды, то поголовно Мерседесы, Равчики Теслы с моторами Теслы, то теперь в последнее время очень часто начали приезжать корейские автомобили с шумом подшипников. Только на первом автомобиле у нас явный дефект был в редукторе и был рокот. Возможно, будет рокот в моторе, но по крайней мере пока что владелец не говорил, что появился какой-то шум. Была выпавшая заглушка, напомню. Было это видео уже на канале. Потом была проблема с рокотом с редуктора.
но после замены подшипников первичного вала в редукторе шум уменьшился, но не ушел полностью. И был типичный, как на этом автомобиле. На этом же автомобиле был шум исключительно с мотора. С редуктора шумов никаких посторонних не было. И, честно говоря, достаточно небольшой подшипник для такого мотора. Хотя на Тесле он такого же размера, но там керамические подшипники. Здесь же обычные стальные подшипнички. Обычные стальные подшипники чуть-чуть больше, чем на генераторе, обычном 12-вольтовом. Но они должны выдерживать такие нагрузки. Но почему-то начинают выходить из строя. И эта ситуация проявляется, как в данном случае, от 35 599 километров, сейчас будет 35 600, и до одна машина. Вот сейчас планируется на заезд в районе 100, то ли 130, то ли 170 тысяч. Записано на завтра, должна приехать. В общем, если что-то будет отличное от этого, то сделаю видео. Если будет такое же точно, то уже, наверное, делать не буду, потому что и так все понятно. В общем, вот такое вот видео было. Ремонт двух редукторов, вернее, двух моторов и одного редуктора. И думаю, еще будет много чего интересного. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи, всем пока!